Привет, друзья! Ну что, сегодня готовим настоящую легенду Сицилии – аранчини. И да, именно их вы выбрали в последнем опросе. Это хрустящие золотистые шарики с тягучей начинкой внутри. Честно, звучит уже опасно вкусно. Так что не теряем больше времени и сразу начинаем готовить. И прежде чем мы приступим готовить, хочу вам рассказать, что такое аранчини. Это традиционная сицилийская закуска и существует два классических варианта подачи. В Катании их делают во форме конуса, как символ вулкана Этна, а в Палермо это круглые шарики. Вообще аранчини появились очень по-итальянски из остатков ризотто. Если рис оставался с вчерашнего дня, из него делали вот такие симпатичные шарики, которые панировали и жарили во фритюре. И если честно, иногда даже второй день вкуснее, чем первый. Для аранчини используют рис арборио или карноли. Вот такой рис. Эти сорта риса содержат очень много крахмала, и поэтому получается он клейкий и идеально держит форму. Поэтому давайте теперь мы начинаем готовить. Сначала мелко нарезаем лук и обжариваем его до прозрачности. После этого добавляем рис и слегка подогреваем его на сковороде около 1-2 минуты. И очень важно, рис мы не промываем, потому что весь этот крахмал нам нужен здесь, как раз и нужен. Теперь постепенно вливаем бульон. Можно использовать воду, но с хорошим овощным бульоном вкус получится намного глубже. Я заранее сварила бульон с морковью, луком, грибами и лавровым листом. Будем добавлять бульон, пока наш рис не станет густой ризотто. Нам нужна плотная текстура, а не суп. Теперь нам нужно приготовить грибы, потому что наш рис будет с грибами. Лучше всего подойдут вишенки или белые грибы, будет еще вкуснее. Но если у вас нет таких грибов, можете взять обычные шампиньоны. Тут как вам захочется. Теперь нам нужно их нарезать на мелкие кусочки. Так они лучше соединятся с рисом и дадут более нежную текстуру. Отправляем их на хорошо разогретую сковороду и обжариваем без соли. Это очень важно. Если посолить их сразу, грибы пустят сок и начнут тушиться вместо того, чтобы покрываться аппетитной золотистой корочкой. Как только грибы подзолотились и хорошо обжарились, добавляем соль по вкусу. Почти готовый рис соединяем с грибами и аккуратно перемешиваем и доводим до полной готовности. Когда рис впитал всю воду, добавляем сливочное масло. Оно делает текстуру более кремовой, насыщенной и придает блюду тот самый финальный и неповторимый вкус. Наш рис уже готов, и честно, уже можно его просто так есть. Но мы его оставим, конечно, для аранчини. Поэтому нам нужно его остудить полностью. Поэтому я его вот так на противне отправляю. И его буду разглаживать в тонкий слой. Ну, так быстрее просто он остудится. Потому что, когда он остудится, он будет еще лучше держать форму. Когда мы вот так оформили наш рис на противне, нам нужно добавить сыр. Так аранчини станет еще вкуснее. Поэтому мы берем вкусный итальянский сыр, либо пармиджано реджано, либо можете взять пекарино романо. Но у пекарино романо и есть вот такая очень интересная пикантная ноточка. Поэтому я беру пармезан. Тем более его самое легче можно найти в магазинах. И с микроблендинга вот так начинаем посыпать сверху. За счет температуры риса он начнет плавиться и добавит невероятный аромат нашего риса, точнее наших аранчини. Вот как у нас получился рис. Теперь нам нужно его оставить, чтобы он охладился. И поймите, он не должен быть чуть-чуть тепленький или совсем чуть-чуть тепленький. Нет, он должен быть именно очень хорошо остудившийся, потому что нам нужно держать красивую форму. Поэтому, когда у меня рис остынет, я вернусь к вам, и мы продолжим готовить аранчини. Наш рис полностью остыл, правда мы чуть-чуть его покушали, но все равно оставили все-таки для рецепта чуть-чуть. Теперь мы будем, собственно, делать наши аранчини, формировать их.
И для начинки мы будем использовать итальянскую моцареллу и, конечно же, итальянское прошутто. Начинаем с классической круглой оранчини. Обязательно смачиваем руки водой, чтобы рис не прилипал и легче было формировать наши шарики. Берем рис и начинаем утрамбовывать его во ладонях. Сначала может показаться, что он рассыпается и вообще не слушается, но уже через несколько движений зерно начинает становиться более клейким и хорошо держать форму. Когда шарик сформирован, делаем его в центре углубления и добавляем начинку, нарезанное прошутто и моцареллу. Затем аккуратно закрываем начинку рисом сверху, распределяя ее так, чтобы начинка осталась ровно по центру. Еще раз хорошо прокатываем оранчини между ладонями, придавая ей идеальную круглую форму. На формирование одной оранчини уходит примерно 1–1,5 минуты, а ее вес должен быть в пределах 120–130 граммов. Следующий вариант оранчини в конической форме. Здесь техника немного отличается. Сначала распределяем рис тонким слоем по всей ладони. Затем добавляем начинку и сразу закрываем еще одним слоем риса. Эта форма считается более сложной. Оранчини получается крупнее, поэтому требует больше времени и аккуратности в работе. В среднем на одну штуку уходит около 2–2,5 минут. Когда коническая форма готова, слегка постукиваем основанием о поверхности или о ладони, чтобы сформировать устойчивое дно. После этого оранчини полностью готов. Вес такой формы обычно составляет 140–160 граммов. А теперь готовые оранчини сначала обвариваем в муке, тщательно покрывая их со всех сторон. Так панировка лучше закрепляется и получится более равномерной. После этого отправляем шарики в яичную баню, а затем сразу панируем их в сухарях. Можно использовать классические панировочные сухари, но я предпочитаю сухари панко. Благодаря японским сухарям корочка получается более воздушной, хрустящей и приобретает красивый золотистый цвет. Подготовленные оранчини отправляем в хорошо разогретый а-ля фритюр и обжариваем до насыщенной румяной корочки. Как только появляется равномерный золотистый цвет, наши оранчини готовы. Ребята, наши оранчини готовы, и они получились невероятно вкусными. Снаружи у нас хрустящая золотистая корочка, а внутри нежнейшая начинка и, конечно же, моцарелла, который тянется. Это просто must have для оранчини. Поэтому, если вам понравился сегодняшний рецепт и тем более не знаете, что сделать со вчерашней ризотто, то обязательно приготовьте их. Если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал, а я пошла убираться. Пока!